Привет! Этим видео я открываю серию выпусков про Иссык-Куль. Признаться, я наивно полагала, что уложу весь материал в один выпуск, но я не могу так жестоко вырезать всю увиденную нами красоту, поэтому сегодня мы смотрим два ущелья на северном берегу, а в последующих видео мы едем на южный берег, и там сходим с ума от водопадов, каньонов и снежных вершин невероятных гор, граничащих с Китаем. Чтобы ничего не пропустить, подписывайся на канал, и, конечно же, лучшей наградой для меня будет твой лайк и обратная связь в комментариях. Так видео сможет увидеть больше людей, а эти места точно достойны внимания. Заваривайте чаек, настраивайтесь на красоту и приятного просмотра. Базаров остановился, а Аркадий кивнул головой Фенечки, как старый знакомый. Друзья, всем привет! Меня зовут Ира, и это мой муж Макс. Мы на канале Гражданочка Мира, и мы приехали на Иссык-Куль. Сегодня мы с вами поедем, посмотрим Семеновское Григорьевское ущелье, может быть еще что-то, если получится. В общем, я думаю, будет интересно, красиво. Погнали! А пока мы только-только выезжаем, вы посмотрите, в какой красоте мы живем. Вот сейчас забор, но нам-то из окна его не видно, а сзади, ребята, там просто горы. Вот сейчас их, конечно же, перед нашим выездом затянуло облаками. Утром никаких облаков, разумеется, не было, но вот к моменту, когда мы освободились и смогли куда-то поехать, там уже все затягивает. Вообще погода в горах переменчива до нельзя, то есть вот у нас вид на горы, и, соответственно, мы видим, что происходит за день там. Там утром чистейшее небо, через 2 часа все затянуто уже облаками, несколько раз в день там может быть дождь, гроза, какие-то вообще невероятные ветра оттуда могут дуть, а потом сразу это все сменяется, опять солнечно, красивое, чистое небо. Поэтому с погодой здесь вообще не угадаешь. Как мы поняли, смотреть погоду в интернете не имеет никакого смысла, она там приблизительная, чисто шаман на горе, вот что нагадает, то и будет. Итак, у нас сзади горы, спереди Иссык-Куль, за Иссык-Кулем еще горы, их видно нам, но не видно вам, потому что они смешиваются с облаками, что видно как раз ту часть, которая такая припорошена снежком. В общем, райское местечко. А воздух тут какой, ребята, просто непередаваемый. Все это находится на высоте примерно 1600 метров над уровнем моря. Погода чем клевая, что здесь, в принципе, не так жарко, как, например, в Бишкеке или в других солнечных местах, потому что здесь идет холодный воздух с гор. То есть здесь и припекает солнышко, и прохладно. А ночью как спится, боже мой. Прохладно, понимаете? Лето, конец июля, а прохладно. Короче, мы в полном восторге. Мы здесь уже дня 2-3, но до этого мы занимались там своими делишками, а вот сейчас мы уже полностью готовы к тому, чтобы путешествовать и показывать вам эти прекрасные места. Вот постоянная картина. Вот эта вот облачность над горами, это облачность над Иссык-Кулем. То есть тут как будто просто другая какая-то вселенная, знаете, как будто вот так вот стену поставили, и облака не заходят практически на эту территорию. Так будет большую часть дня, скорее всего. То есть над Иссык-Кулем все будет прекрасно, солнечно и красиво. И если вам видно, то сзади там над горами тоже облачно. То есть облака чисто над горами. Классно, да? Зато можно купаться, загорать целый день, все отлично. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day Друзья, мы с вами докатили до Григорьевского ущелья, мы в него уже заезжаем. И на въезде в самом низу увидели такую замечательную речку, пойдем ее смотреть поближе. Ой, запах тут такой классный. Супер. Здесь облачно, маленький-маленький дождичек идет. Пока еще недостаточно холодно для того, чтобы я оделась. Ой, ну вы посмотрите. Ну, кайф же. Обожаю горы, у меня такой восторг, просто
Наконец-то! Наконец-то! Мы полгода жили там, где моря. И вот приехали в горы. Приехали мы. Что ты меня снимаешь? Я себя тоже снимаю. Сидит там. Так, друзья, мы с вами доехали до первой точки в Григорьевском ущелье. Ее, ну, такая, знаете, туристическая точка. Во-первых, здесь парковка автомобилей, всякие там ларечки типа шаурмы. Ну и, как вы поняли, вон там есть какой-то водопад, который находится прям вот очень близко. Люди там купаются, в купальниках все тусуются. У нас с собой тоже есть купальники, но мы решили, что, наверное, мы поедем пока дальше. Может, еще где-то найдем классные места. И вообще без солнышка купаться не очень хочется. Ну, Макс, наверное, полезет, но не здесь. Тут искать нечего, он находится прям вот через 10 метров от мостика. И там людей больше, чем вместимость, мне кажется, всего мероприятия. Я думаю, мы подойдем туда, быстренько посмотрим и поедем дальше. Но вообще тут, конечно, классно. Но это река. Огонь. Река огонь. Нормально у меня все, да? Леня, пойдем сюда. Вот, кстати, знаете, одна из моих больших болей — это то, что в том году мы проехали от Дагестана до Кабардино-Балкарии, до Эльбруса. Мы доехали на машине, и мы останавливались во всех республиках по дороге. И мы тогда не вели видеоблог. То есть мы потеряли, ну, фотографии, конечно, остались, но, блин, там были такие моменты, такие кадры, и мы всего этого не сняли. И вот сейчас я очень рада, что у нас все-таки есть камера, и мы взялись за это замечательное дело. У нас будет такой крутой дневник воспоминаний от наших поездок. Тут очень красиво. Я серьезно, здесь пахнет как в раю. Вот эти вот сосны, ели, что здесь? Хвойные деревья. Ой, тут какой-то домик, вы просто прикиньте, как там классно вот переночевать хотя бы разочек. Запах невероятный. Супер. Что это за вода такая? Пап, я землянику нашла. Офигеть, смотрите, какая крошечная. О, какая прелесть. Я несу тебе еду. Да? Прикольно. Ладно, едем дальше. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Как и положено во всех горах,
Хочется каждые 10 метров выходить из машины и фотографировать все вокруг, потому что красиво везде. Эта река идет по всему ущелью, здесь просто какие-то невероятные скалы. Смотрите, а сзади очень красивые хвойные здесь, очень высокие растут. Мне кажется, это все-таки ели. Очень много цветов, хотя уже август. Здесь по всему ущелью есть юрты, где можно остановиться, попить чай, что-то покушать. Они все предлагают свежую рыбу, жареную форель, какое-то мясо. Мы пока вроде не планируем этого делать, но может быть попозже где-нибудь перекусим. Но еще видно, вот предыдущим сейчас проезжали юрты, и, знаете, там было очень много людей, каких-то газелек. Я думаю, у них договор, они привозят сюда туристов. Ну, соответственно, сейчас мы приехали, где почти никого нет. Такое милое, приятненькое местечко. Здравствуйте! Катя. Красота. Ну, ты же говорил, где-то яки еще пасутся. Яков пока нет, но коровки есть. Dangerous times don't fly too high. Форель, бабушка, форель, шашлык. Be sure to keep them round in sight. Можно кататься. Fly forever if you keep it tight. Ой, на озере вода. Love the world and keep the sky on your mind. We're soaring on top of the world. Get on board. We're soaring on top of the world. Мы решили проехать к озеру в Григорьевском ущелье, прям вот в конце ущелья, где поворот на Семеновское. Если уехать налево, будет некое горное озеро. Их там, по-моему, 2 или 3. Вот к первому можно проехать на машине, ко второму можно, если у вас очень высокая машина. Но это из того, что мы прочитали. Ну или там пешком дойти, не знаю. Наверное, пешком далековато. Ну, короче, мы сначала ехали, было как-то даже нормально, но сейчас мы уже немножечко поднапрягаемся, думаем, а не поставят ли нам машину и не пойти пешком, потому что ехать еще 3 километра, а дорога, ну, не очень. Ну, прям откровенно не очень. Уже какие-то ямы прям такие серьезные. Нам на своей малышечке не очень комфортно. Но на джипах вообще все благополучно проезжают, им нормально. Так что если у вас высокая машина, можете не переживать, спокойно ехать. Но мы уже, правда, перестали понимать меру местной температуры, потому что у нас приборная панель показывает, что 17 градусов. Там так жарко, там печет солнце. И, ну, наверное, в принципе, если было бы облачно, может быть. Но, честно, даже ветерка нет. И очень-очень жарко. Классно. Вот сейчас мы едем, и дует ветерочек, он прохладный. Но это не 17 градусов. Явно. Так, ну из приятного мы на своем крошке сидя уже почти доехали до озера. Даже вон уже доехали до озера, да, его видно. Но здесь очень такой густой автотрафик, следовательно, если что, вас вообще кто угодно здесь дернет. Но, да ну не критично. Реально проехать
просто аккуратненько. И вот есть некоторые такие объезды, когда основная дорога убита сильно, можно рядом объехать по полю. Единственное, если будет дождь, наверное, ну, сильный, это может все подразмыть. Поэтому, если вы решите ехать на это озеро, и у вас не огромная какая-то машина, то следует подобрать денечек, когда не размывает все подряд, да? А еще вот я тоже показывала, ручейки есть. Я думаю, что тоже, когда идет сильный дождь, они могут увеличиваться в объемах. Поэтому выбирайте погодку. Нам очень повезло с погодой, прям очень. Мы когда заезжали, видели, да, еще прям сильные такие облака были густые, а сейчас они уже разошлись. Ой, там орел летает над этим озером. Лепота. Добрались мы до озера. Тут на подходе, конечно же, опять же, ребята на лошадях с птицами предлагают вам всяческие покатушки, фотосессии и прочее. В целом, озеро очень милое. В озере очень много зелени. В нем, естественно, никто не искупается. Но в нем очень красиво отражаются горы. Этого не видно практически. Вот когда ты просто стоишь, смотришь, но когда снимаешь через камеру, очень классно видно. Единственное, что огорчило во всей этой поездке, что, как всегда, есть много людей, кто зарабатывает здесь деньги, но, к сожалению, в самом начале озера, когда вы приезжаете, первое, что вы видите, это мусор, в том числе в самом же озере. Ну, вроде и вот хочется только хорошее показывать и рассказывать, но это же нечестно, правда? Это же несправедливо. Да, здесь очень красиво, но, к сожалению, вы можете узреть банки, бутылки, пластиковые крышечки, что-то из-под мороженого. И сейчас мы обратно пойдем, я вам тоже покажу. Ребята, меня вполне устроят комментарии в стиле «свинья везде грязь найдет». Да, вы абсолютно правы, это точно. И это все только из-за того, что я придираюсь. В остальном все прекрасно. Тут, правда, очень красиво, замечательные люди, везде все подсказывают, как проехать, куда проехать. Но вот есть такой небольшой минус. Я надеюсь, что в скором времени как придут все к тому, что должно быть чисто в таких замечательных местах, которыми гордится вся страна. В целом, очень круто, но вы только сами поглядите. Да? Привет. Сколько стоит с ним фотографироваться? 100 точно. 100? Да. Да ну нет, конечно. Не жалко их? Нет. Почему? Привет, комментарий. Привет. Покажем тебя обязательно в ролике своем на YouTube будешь. Ты ютубер, да? Да? Красивые птицы у вас. Сколько подписчиков? Мало у меня совсем мало. Ну вот, сейчас про вас сниму, и много будет. Инстаграм аккаунт есть. Да? Молодец. Что выкладываешь туда, горы? 5 минут можете. 5000 подписки есть. 5000 подписчиков? Да, Инстаграм. Офигеть. Вот. У меня столько нету. Телефон есть Инстаграм? Да. Сейчас покажу. А сейчас не работает, не ловит же. Давайте фоткать. Красавчик. Ты молодец, то что работаешь. Вот Умничка. мамочка, вот девочка, сын. Красивая. Это в 3 года. И все 3 года у вас живут? Вот 3 года это. У вас живут все 3 года? Да. Да. Давайте фоткать. Да нет, спасибо. Но тебя покажем обязательно, ты молодец. Привет. Да, мама испугала, да, девочку этим орлом. Орлом. До свидания, приятного отдыха. Спасибо. Разумеется, до второго озера мы не поедем, потому что мы на первое это еле доехали. Здесь же предлагают доехать на лошадках до второго озера, но у нас как-то нету такой, не возникает подобной потребности. Мы хотим посмотреть еще Семеновское ущелье, где-то посидеть, попить чаек. Ну и в целом, я не знаю, ты на лошадях ездил? Что-то не помню. Ну вот, чтобы так долго протусоваться на лошади, мне кажется, я там весь позвоночник высыплю просто, когда мы доедем до точки. А обратно тоже надо будет ехать на ней. Ну, в общем, этот вариант не наш вариант, поэтому мы едем дальше смотреть еще одно ущелье. Тут как достопримечательность даже просто сама дорога. То есть в процессе, пока мы ехали, мы даже остановились, чтобы поснимать
видео, фото поделать, потому что природа очень богатая. Игнорировать это просто невозможно. Так что в целом мы очень даже довольны, что сюда заехали, потому что когда сворачиваешь из ущелья, все равно у тебя открываются совершенно другие виды. Вот. Так что сейчас обратно быстренько. Быстренько же, да? Будем надеяться, что... Ехать от дороги по вот такой вот, ну, даже не грунтовка, ну, просто проселочная дорога, не знаю, как называется. Это грунтово-каменная дорога. Да. Ехать километра 4, может 4,5. Ну и, соответственно, по времени зависит от того, насколько у вас высокий клиренс. Так, мы сейчас поедем по вот этой замечательной дороге в горку. Это как раз выезд на Семеновское ущелье из Григорьевского. Здравствуй! Ты какой хороший! Он понял, что брать нечего с меня, и пошел. Друзья, ну мы решили, что нам нужно попить чай с видом вот на те горы, которые сзади, на скалы. И сейчас мы залезем на холмик, пьем там чаечек и поедем уже дальше. Мы между Григорьевским и Семеновским ущельем. Вот. Красивое. Друзья, здесь очень тихо. Единственное, что до нас доносится, это возгласы коров, барашков и всех, кто здесь вокруг обитает. Здесь вокруг нас 3 пастбища. Ну, точнее, я так полагаю, здесь все пастбище, но тут есть отары барашков, стадо коровушек. И вот они вокруг нас тут тусуются. Это очень красиво выглядит. Ну, а мы уже уговорили термос чая. Да? Звезда, Макс. Быстренько уговорили термос чая. Идем обратно. Красиво, невероятно просто. Я понимаю, что я уже достала, наверное, но как-то нецензурно выражаться, наверное, было бы плохо. Поэтому красиво, классно, просто невероятно, потрясающе. Мы заехали в Семеновское ущелье, и тут первая такая классная точка. Ой, вообще, кстати, мы едем не в том направлении. Видимо, оба ущелья нужно проезжать от главной дороги в сторону хребта, потому что, ну, посмотрите. И все, вот это остается у нас в зеркалах заднего вида. Привет! Большая, красивая какая. Что ешь, мусор или травку? Ты только травку ешь, мусор не ешь. Вода, кстати, не такая мутная, как в предыдущей речке, заметили? Прям даже, можно сказать, прозрачная, и местами ощущение, что голубенькая. Мы еще не уехали из ущелья. Да. Мы уже несколько раз протерли все панели. Только открываешь окно, сразу все в пылище. Ну ничего. Потом на мойку. А снаружи, пока Макс протирает. Привет.
Машину вчера помыли мы, значит. Все в пылище. Это сейчас еще ветром пыль сдувает. Вот, посмотрите. Это же целая пустыня на багажнике. Красота. По-моему, да. Так что отсюда можно сразу на мойку. Друзья, ну что, мы проехали Григорьевское и Семеновское ущелье. Оба ущелья, конечно, достойны вашего внимания. Если вы на машине и в этих местах, то вы просто обязаны это сделать, потому что это займет у вас, несколько часов. В плане можно быстрее, мы же еще там чай пили и видео для вас снимали. Очень красивые места, мы рады, что сюда съездили. Только выезжаешь из ущелья, тут уже видно Иссык-Куль вот на горизонте. И за Иссык-Кулем еще горы, которые находятся на южном берегу. Мы продолжим наше путешествие, я думаю, уже завтра, и поедем как раз-таки на южный берег. Мы еще пока не уверены до конца, но, скорее всего, так оно и будет. В любом случае, совсем скоро увидимся.